Участники проекта проходят испытания, основанные на событиях Великой Отечественной войны. Перед ними только один соперник – собственные возможности. Время ограничено. С началом войны Ногинск встал на оборону столицы. Силами жителей был выкопан 12-километровый противотанковый ров. Школы переоборудовали в госпитали, а промышленные предприятия перевыполнили норму по производству обмундирования, медикаментов и боеприпасов. Голодный солдат – плохой солдат. Поэтому обеспечение бойцов горячей сытной пищей – задача важная и ответственная. А при перебоях с поставкой продовольствия поварам приходилось проявлять особый талант. Они становились мишенью для фашистов, а свои уважали не меньше, чем генералов. Сегодня в испытании принимают участие 3 человека. Петр, 29 лет, шеф-повар. Увлекается парусным спортом, стрельбой, ездой на собачьих упряжках, основатель фамильной кухни. Сергей, 26 лет, государственный служащий. Занимается футболом и плаванием, служил в ВДВ. Считает спорт обязательной составляющей жизни. Евгений, 30 лет, бизнес-ассистент, увлекается путешествиями, посетил 24 страны. Имеет разряд по плаванию, а день всегда начинает с пробежки. Во время войны подсчитали, что подразделение, которое в течение 3 дней остается без горячей пищи, теряет свою боеспособность на 30%. Поэтому у вас сейчас важная задача. Вам нужно накормить 2 взвода бойцов. Вы готовите еду здесь, относите ее на передовую и возвращаетесь сюда. На это у вас 4 часа, и я предлагаю не терять времени зря, потому что голод не тетка. На старт! Внимание! Марш! Парни, давайте кто-то на огонь, кто-то на овощи. Давай я на овощи, ты на огне оставайся. Задача участников – собрать дрова и затопить печь, набрать и отфильтровать воду из реки, приготовить на полевой кухне щи на 60 порций, доставить питание на линию фронта и вернуться назад. Когда началось испытание, мы сразу распределили свои обязанности. Петя у нас был шеф-поваром, скажем так. На нас была физика и механика. Мы должны были набрать нужное количество воды, залить в чан. Вторую держи. Или так, или как скажешь. Садись. Вообще по красоте. Расскажи, пожалуйста, что сейчас делают твои коллеги? Ребята сейчас следят воду. Фильтр, на самом деле, неплохой, он двойной. Есть множество вариаций других фильтраций воды. Но в данной ситуации он более чем подошел. Так. Это один из самых простых. Это еловая ветка и уголь древесный. Воду такую пить нельзя, только после кипячения. Если прокипятить его полностью, минимум 10 минут при 100 градусах. Ну что, как у вас? Мы замечательно справляемся. Идем по графику, как говорится, обед по расписанию. Так что должны успеть. Сейчас. О, все. Так, парни, надо уже разжигать, сейчас костер будет. Можете кто-нибудь разжечь пока? И дров надо принести. Я пошел на дрова, потому что, в принципе, неплохо у меня получалось это делать. И я пошел делать все, чтобы у нас не потух огонь. По сути, огонь и был одной из наших главных целей. Все, огонь. Вставляй, все. Есть ощущение, что во время войны так много мяса Не было. редко доставалось солдатам. Да, вообще немного мяса на 60 человек. Вообще по рациону во время Великой Отечественной войны на летчиков, подводников давалось больше, на других по 150 грамм всего. Нам все мешки надо почистить, правильно? 1,5 мешка где-то. Сам момент, что надо было почистить очень много картофеля, это тоже непросто. Казалось бы, да, что почистить такое? Там 1-2 картошки на суп, а тут на целый чан. Просто время.
Картошку нормально, может ее просто помыть и не чистить. Знаешь, с точки зрения человека, который отслужил в армии, я не припомню, чтобы мы просто мыли картошку. Обязательно ее надо почистить. Ну и плюс я стараюсь как его, много-то не срезать. Ты старайся, только поторопись. Итак, прошло полчаса. Какие у нас успехи? Мы ждем, когда закипит вода. Вначале закинем кость, мясо. Еще прокипятим 30 минут. И потом уже все остальные овощи. Но я так понимаю, во время войны не всегда был такой хороший набор продуктов. К сожалению, да, готовили из того, что есть. И хлеб готовили из дубовых листьев, мха, травы, из того, что было. Нехватка овощей стала остро ощущаться в середине войны. Помимо привычных крапивы, лебеды и одуванчиков, фронтовые повара использовали борщевик, спарыш, заячью капусту, огуречную траву и другие экзотические для кухни растения. Это очень тяжело эмоционально и физически, особенно если это происходит во время боевых действий, в военное время, потому что ты понимаешь, что каждый человек, который во время войны это делал, он понимал, что от него зависит эмоциональное состояние и физическое других людей. Он брал на себя определенную зону ответственности. У меня на войне погибло 2 прадеда. Не было возможности спросить у них, каково им приходилось на войне. У вас кто-то из семей служил? Мой прадед, да, Кучинский Сергей Васильевич, он пропал в 41 году, пропал без вести. Но в 43 году его видели уже под Москвой. Единственное, что я знаю, что бабушка, рожденная в 1931 году, на момент войны ей было, получается, 10 лет. Она сбрасывала с крыш бомбы фугасные, гасила их. У нас загвоздка в воде сейчас очень большая. А именно? А именно то, что она не закипает. Не переживай, все будет на высшем уровне. Самое главное — верить. Мужчинам свойственно все-таки обладать хорошей физической подготовкой. Ну, поболит спинка или там руки через 2 дня. Проблем в этом никаких нету. Закипело все? Да, через 20 минут закидываем овощи. А все равно надо еще подкинуть. Ну, я был готов ко всему, скажем так, но я бы предпочитал что-то на физическую подготовку такое. Сейчас что тащить, вот один и потащишь. Вот, да. Ну что, успеваем? Слушай, да. Если 2 часа нам осталось, сейчас суп почти готов. Надо пену снять. Я так понимаю, что скоро уже все будет готово, да? Да, закидываем капусту. Еще 30 минут, и все готово. Мне кажется, не было победы, если бы люди не думали о других людях, если бы не помогали им. Вот этой сплоченности, если бы не было, тогда бы не было нашей победы. Потом сейчас разливаем тогда вот по эти. Да. 1, 2, 3. И понесем их. Ну, 2 на спине, а 1 вот так. Хорош. Все, приятного. Спасибо большое. Я пошел. Итак, парни, чтобы успеть в установленный срок, 2 из вас сейчас отправятся с едой на передовую, а 1 останется здесь отмывать котел и прочую утварь. Решайте, кто из вас это будет делать, и отправляйтесь по флажкам. У нас, как мы распределили обязанности, повар отвечает за кухню, поэтому, наверное, мы доверим Пете, а мы с Женей Донесем. будем заниматься физическим трудом. Ну что ж, удачи, в путь! Давай, 3-4, погнали. Но, как вы понимаете, путь на передовую – это не увеселительная прогулка.
Надо было, знаешь, что? Надо было какой-нибудь коры, блин, может, сорвать. Конечно, листочки не сильно спасают, ну ладно. Так, ну что, сейчас придем, как всех накормим. Не, нормально. Я чуть-то мозоль типа натер. Ё! Нифига там шашечка. Когда произошел Вот. первый взрыв, полетели куски земли, какие-то Главное, мелкие спешат, камни спешат. на голову. Да. Это напугало относительно, но за все время испытания ты понимаешь, что надо быть готовым ко всему. Сейчас вот мы идем впереди. У нас еще взорвалось. А может, сейчас мы пройдем, и сзади что-нибудь шубанет? Да, может быть. Но ты крепко держи. Так, не реагируем. Да. Бомбежки, обстрелы, минные поля. Условия, в которых приходилось работать фронтовым поварам. В их обязанности входило не только приготовление пищи, но и оказание медицинской помощи, а в крайнем случае и замена раненого бойца в бою. В 1943 году был утвержден знак отличия для фронтовых поваров в виде позолоченного изображения полевой кухни. Так, флажок вижу. По инерции, ну, как у меня, по крайней мере, была такая инерция, когда я слышал взрыв, я сразу прикрывал голову рукой. Прикинь, как на войне зимой ходили, да? Дождь. Вообще. Если бы это испытание проходило, скажем, зимой, то не факт, что мы бы его выполнили. Я в этом не уверен. Траншея какая-то. Нихрена, блин. Ладно, спереди шарахнуло. А вот сзади, когда шарахнул, конечно, надо такое пережить. Уже я прям чувствую, как уже забиваются Меня руки. левая, блин. Ты находился в таком раздрае жестком. Да. Но когда ты говорил себе соберись, беги, неважно сколько, что тебя ждет, ты должен добежать до конца, это очень помогало. Вот внутренняя просто какая-то выдержка. Я тебе предлагаю так. Давай от флажка до флажка. Будем пробовать без перерыва. Так больше сил сэкономим. Ну давай. О. Ни хрена там. Жестко. Такая полянка, блин, опасная. Ух, нифига там. Ох, еп! Фу. Не из воды. Обрызгала? Да, нормально все. Первая мысль, которая была, вообще пробежала в голове, не уронить контейнеры с супом. Хорошо, Это идем. очень важно, потому что там было скользко. Это финиш. Это финиш? Да. Ставим по центру. После доставки питания участникам необходимо вернуться в лагерь. Не спеши, самое главное. Не спеши, здесь не спеши. Не спешу. По прямой побежим. Ух, ё... Ну и мы уже так вот, когда бежали, начали обговаривать, так, давай как-нибудь аккуратненько, может, вдруг увидим что-нибудь да услышим, но такого не произошло, и все взрывы нас внезапно заставали врасплох. Так, полетели. За спиной прям. Да. Видел, как Серега старался, и не хотелось никого подводить. Хотелось дойти до конца, и это только спасло, наверное. Было тяжело, было нереально тяжело. Право, бери. Ну, с возвращением. Рассказывайте, как эмоции. Нереально. Бежишь ты такой, бежишь. А тебе потом шарах что-нибудь перед мордой. Потом шарах что-нибудь за спиной. Ну, рассказывайте, что сегодня было самое тяжелое? Не знаю, мне кажется, у ребят было. Да, самое тяжелое было в конце. Но я не думал, что будет так жестко. Ты сам-то пробовал, что приготовил? Я, конечно. Так я, пока все бегали, я сидел и ел. И как получилось? Очень вкусно. Сегодня заканчивается второй сезон «Пережить, чтобы помнить». Я поздравляю вас с этой небольшой, но значимой победой, тем более, что
На фронте любая победа очень важна. Поздравляю и спасибо, что пришли. Вы крутые. Спасибо. Спасибо. На войне нет вторых ролей. И те, кто воевал на передовой, и те, кто помогал им в тылу, внесли одинаковый вклад в общее дело, в нашу общую победу. На счету нашего великого народа множество подвигов, и военных, и трудовых. Мы показали лишь некоторые, но, надеюсь, донесли важность каждого из них. На этом второй сезон проекта «Пережить, чтобы помнить» подходит к концу. Спасибо, что были с нами. До встречи. Думай, что тебе важно среди рейтингов и эпатажа, среди лажи и купли-продажи. Каждый покажет, что он там нажил. Среди серых многоэтажек, среди серых волков, что куражат, среди серых с печатью бумажек. Каждый мой брат, ну точно заряжен. Пережить, чтобы помнить, ты добро, не похоть. Дорожить своей верой, пока из тьмы этот мир не потерян. Пережить, чтобы помнить, ты добро, не похоть. Дорожить своей верой, пока из тьмы этот мир не потерян.